Всех приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. За последние сутки монеты неплохо подросли, и сейчас наблюдается небольшая коррекция. В процентном соотношении падения было совсем небольшим, и в частности биткоин упал всего на 3,6%. Отчасти именно этим небольшим снижением можно объяснить тот факт, что страха и жадностью не стало больше. Как вчера, так и сегодня этот показатель равен 28. Мы уже пятый день увеличиваем показатель данного индикатора, а следовательно страх у нас не увеличивается. Индикатор альт-сезона, отскочив немного наверх, продолжил снижение, так и не сумев закрепиться снова в области сезона альтов. За последние сутки ликвидировано 70 тысяч трейдеров на общую сумму 375 миллионов долларов. Большинство из них, более 70%, это были лонгисты. Grayscale закупали за последние сутки около 500 Zen и более 22 тысяч монеты Mana. Остальное понемногу сливали. Вот он топ монет, на котором наблюдается наибольшая социальная активность. За последние часы первое место занимает Zoo токен. Также в пятерку входит Dogecoin. Все это благодаря тому, что сегодня Илон Маск вспомнил о данной монете и в Твиттере спел ей даже песенку. Если посмотреть на стейблкоины, то они уже который день покидают биржи. Резерв всех бирж стейблкоинов продолжает снижаться уже несколько дней подряд. Это происходит на фоне роста цены биткоина. А вот он и твиттер Илона Маска. За последние несколько часов он просто вывалил на нас целый КАМАЗ из своих твитов. В частности, был твит «Да, но доги рулят». Это был ответ на мемасик про волков и собак. Также он опубликовал картинку из крестного отца, подкрепив ее комментарием «Релиз доги». И тут же буквально через часок он спел нам переделанную песенку Baby Shark, заменив слово Shark на доги. Помогло ли это запампить Dogecoin? Совсем нет. Объемы появились, но у него не получилось даже поднять эту монету более 10%. Вот что значит, когда уже не верят в твиттер Илона Маска. Как он ни старался, а нормального пампа на Доги так и не получилось. Из других новостей стоит отметить, это Майк Новоградц. Исход майнеров из Китая сыграет на руку индустрии. Он считает, что побег майнеров из Китая – это большой плюс для всей криптовалютной индустрии. И это совсем не помешает развитию биткоина. Случился обвал, но не было вмешательства со стороны группы защиты от погружений, не было судебных исков. Система работала так, как должна была работать. Это очень надежная система, которую построили за короткий промежуток времени. Также он сравнил биткоин с золотом в очередной раз. Считает, что у эфириума прекрасные перспективы, чтобы быть не только второй криптовалютой, но и даже обогнать биткоин. Но при этом вспомнил и о конкурентах. Это Terra и Solana, которые могут догнать и навязать серьезную конкуренцию эфириуму. Семейный офис Сороса разрешил трейдерам торговлю биткоином. Его фонд предоставил клиентам возможность торговать криптовалютами. И это произошло уже не вчера, а несколько недель назад. Директор фонда заявила, что инфраструктура вокруг криптовалют в настоящий момент весьма интересна, и фонд Сороса инвестирует в нее. Около 650 банков США предоставят клиентам доступ к биткоину. New York Digital Investment Group и платежная фирма NCR объявила о партнерстве, благодаря которому около 6,5 сотен банков США смогут предложить своим клиентам возможность покупать биткоин. А их, на секундочку, около 24 миллионов человек по всей стране. Это отличная новость, потому что новые вливания – это всегда прекрасно для криптоиндустрии. Что же касается шортов и лонгов на биткоине, то за последние уже несколько дней, 5 дней подряд мы находимся во флете, в котором лонги у нас не идут ни вверх, ни вниз. Болтаются то туда, то сюда. Их и не закрывают, и не открывают новые. В среднем по лонгам мы во флете. Чего нельзя сказать о шортах. По шортам мы в недавнем времени показали большущий рост. После этого вернулись практически до изначальных значений. И за последние сутки шорты открывались на плюс 10%, и тут же они были закрыты. Шортить биткоин пока желания особого не возникает, как и лонговать его. Мы находимся в неопределенности. Что касается лонгов по эфириуму, у нас наблюдался рост с 26 июня по 27 июня на почти 34%. Лонги у нас выросли. После этого их не закрыли. Понемножечку закрываемся, но весь объем у нас не закрыт. Показали снижение лонгов по эфириуму на 7%, но все-таки большая часть их остается открытой. Что у нас по шортам? При этом и шорты по эфириуму открывают все больше и больше. Рост шортов у нас начался с 28 июня, и на данный момент за 3 дня мы получили рост шортов на плюс 36% по эфириуму. То есть лонгисты у нас продолжают стоять на своем, но новых у нас не прибавляется, а вот шортисты хотят что-то
рвать на данном рынке и увеличивают свои показатели. Теперь посмотрим на график цены. Мы продолжаем находиться в восходящем канале, пробили середину данного канала. И стоит отметить, что слом восходящего тренда произойдет только тогда, когда мы пробьем уровень в 30 тысяч долларов. То есть до этого уровня, если даже мы сюда снизимся, это все еще будет восходящее движение с перспективой на рост. Еще раз напомню, что здесь у нас есть расчетная зона в 20 тысяч, которую стоит держать в голове, куда мы можем еще по биткоину сходить, если провалимся ниже. Но так как в последние дни у нас сформирован локально восходящий тренд, я обозначил разметку, по которой мы можем все-таки с текущих уровней даже пойти наверх в рамках волны B до уровней 46 тысяч долларов как минимум. Минимальная цель для завершения пятой волны у нас есть, поэтому прогноз по биткоину у нас остается прежним. В приоритете у меня дальнейшее движение наверх, но при этом существуют варианты дальнейшего снижения для дорисовки пятой волны. Что же касается эфириума, здесь аналогичная ситуация. Также мы имеем расчетную зону в районе 1000 долларов за эфириум, но при этом локально имеем восходящий канал, восходящий тренд. Хаи повышаются, лаи повышаются. В принципе, даже если мы вот так можем расширить канал, это все еще будет восходящим каналом, потому что угол у нас все-таки остается. Не получилось его пробить наверх. Снова мы вернулись в его рамки и продолжаем движение в восходящем направлении. Здесь прогноз точно такой же, как по биткоину. Локально есть восходящий тренд, и для меня в приоритете это поход наверх по эфириуму, но при этом не забываем про возможное снижение. Здесь существуют оба варианта. Но так как, еще раз напомню, что очевидный восходящий тренд у нас виден, возьмем его за основной вариант. Что у нас по Риплу? По Риплу, в принципе, аналогичная ситуация. Мы подошли к нижней грани восходящего канала, все еще мы в нем, и за вчерашний день мы от него уже отскакивали. Сейчас снова здесь проторговываемся и посмотрим, как будет вести себя цена. Хорошо бы объемы здесь получить, но их нет. Но бывали случаи, когда и без объемов криптовалюты могли разворачиваться и лететь совершенно в неожиданную сторону. И здесь так же, как по биткоину и по эфириуму, есть расчетная зона, верхняя грань которой на уровне 0.374. Туда мы все еще можем сходить в рамках пятой волны вот сюда. А так, основной прогноз, как уже было озвучено в предыдущих видео, есть вариант сходить на 1.15 в рамках волны B. Что у нас по доминации биткоина? По доминации мы, так как и планировали, снизились обратно сюда в проторговку, и пока у нас доминация находится также в явной тенденции. И эта тенденция совсем не такая, как на ценовых графиках криптовалюты. Там у нас локально мы идем наверх, а по доминации биткоина локально мы идем вниз. Доминация снижается, и это хорошо для альтов. Чего нельзя сказать о самом биткоине. По моему мнению, здесь будет продолжение снижения доминации до тех пор, пока мы не увидим какие-то явные попытки остановки данного показателя. Пока также снижение доминации биткоина. И посмотрим одну монету из комментариев. Это монетка Wing. Что она у нас представляет из себя на месяц? На месяц здесь история совсем небольшая, поэтому уровней здесь также не особо много. Что по структуре? Где у нас лой? Где у нас лой? Лой у нас вот здесь. Что у нас здесь видно? У нас здесь виден такой импульс, и он у нас в рамках волны 1, тройка вниз, Т2, дальше 3, 4, 5. Предположительно, тройку мы завершили вот здесь, и сейчас находимся в четвертой волне, которая, в принципе, не должна пересекать пик волны 1, то есть ниже вот этого уровня сопротивления, в принципе, мы не должны уходить. Что мы видим локально на этом падении? Здесь нам остается искать только локальные какие-то развороты, чтобы поймать разворот глобальный. Что мы здесь имеем? Здесь у нас снижение. И что стоит отметить, это на дневках мы имеем здесь по индикатору неплохой дивер на движение наверх, на лонг. Если у нас здесь, давайте на 4 часах посмотрим, вариант какой-то разворота от данных уровней. Но в принципе здесь да, здесь можно найти вариант похода наверх на данной монете. Единственное, что опять-таки здесь очень низкие объемы. Здесь чисто по структуре. И здесь 1, 2, 3, 4, 5 волн наверх, импульсное движение. Сейчас мы находимся, либо завершили уже волну 2 и предположительно можем пойти в волне 3. Мы вот здесь не пробили хай, что плохо. На других монетах, на том же эфириуме и биткоине мы хай пробили, поэтому больше вероятности, что мы пойдем наверх, так как хаи у нас здесь повышаются, и движение на тех монетах можно назвать восходящим. А здесь мы что-то типа треугольника даже можем сформировать. У нас здесь лаи повышаются, а хаи-то тоже не обновляются
прибавляются, они понижаются. Вот здесь у нас находится расчетная зона, если мы все-таки пойдем в третью волну, но для начала нам бы преодолеть вот эту скользяшку. Я уверен, что она станет для нас небольшим хотя бы, но препятствием, если вообще не потолком. Вот эти скользяшки, они обычно очень хорошо отрабатывают, даже вот здесь мы в нее ударились и полились вниз, поэтому очень важно здесь ее пройти, и если мы будем ее пролетать еще и на хороших объемах, это и подтвердит наличие здесь третьей волны. На сегодня все, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение, ставьте лайки, колокольчики, все дела. Удачной торговли и счастливо!